начал заниматься музыкой лет 6 назад с акустической гитары. Посмотрел на тогда еще популярном канале A1 в Украине клип группы A Day to Remember. Ребята играли такой слащавый пост-хардкор с красивыми гитарными рифами соло. Я подумал, хочу точно так же. Потом был длинный процесс переосмысления того, чего мне хочется, и я пришел к электронной музыке. Это тот вопрос, который в детстве ставил меня в ступор точно так же, как сейчас. Я хотел, конечно же, стать космонавтом. Было бы классно улететь нафиг с этой планеты и исследовать другие миры. Что в последнее время я сильно подсел на японский джаз. Стараюсь оттуда аккуратно и незаметно подхватывать какие-то интересные решения по мелодике. Джаз очень богат прикольными диссонансами, которые, мне кажется, было бы клево использовать в моей музыке. Я работаю программистом, пишу код, и помимо того, что просто пишу скучные программки, пытаюсь как-то интегрировать свое музыкальное увлечение в это. Пытаюсь писать программы, которые пишут музыку. Надеюсь, что к своему грядущему релизу смогу реализовать один прикольный проект, который сильно поддержит этот релиз, будет чем-то новым, мне кажется, в украинской генеративной музыке. Решил выбрать просто то, что мне было интересно, и пошел на биолога. Изучал биологию 4 года, 2,5 из которых на заочке, потому что университет оказался довольно таким игрушечной средой, где сложно реализоваться. Помогла ли мне в музыкантском моем деле биология? Мне кажется, что не очень. Хотя мне очень интересно изучать то, почему нам нравится определенная музыка. Это как-то связано с тем, как работает наша биология, как работают механизмы нашего мозга. Разобраться в этом было бы клево, потому что тогда можно писать музыку, которая нравится всем. Самое банальное открытие, что я сделал, это что та же азиатская музыка, она куда богаче с точки зрения гармонии, потому что в ней интервалы короче. Больше нот, условно, если так можно сказать. Это интересно, потому что именно в азиатской музыке из-за вот этого различия в интервалах там намного больше диссонансов, но при этом эта музыка нравится людям, несмотря на то, что диссонанс людям не нравится. И вот это такой, то, что меня, в принципе, сподвигло копать в эту тему, почему нам нравится какая-то музыка. Потому что нам, очевидно, нравится то, что в среднем не очень гармонично, не очень математично звучит. Программа, которую я подготовил, это компиляция из треков моего грядущего релиза Mothership. Релиз про космос, искусственный интеллект, sci-fi и всякие вот эти вот штуки. В этой программе встречаются как треки, которые написаны прямо под этот релиз совсем недавно, так и треки, которые я писал 5-6 лет назад, тогда, когда еще занимался на гитаре исключительно. Хочу таким образом немного затизерить, немного заспойлерить то, что будет в релизе, и свести это все в какую-то общую картину повествования, а не отдельные треки. Ну, естественно, в релизе это тоже будет повествовательная история, но тут прямо сплошняком. А мой сетап довольно прост. У меня есть Arturia Keystep Pro, секвенсор с клавиатуркой, которым я контролирую синтезатор Electron Analog 4. С него я играю в основном бас, пады, какие-то арпеджаторы с постоянно меняющимися паттернами. Параллельно у меня есть компьютер и пуш, с которого я запускаю те штуки, которые сложно сыграть вживую, или те, которые я уже вовсе не смогу сыграть вживую, типа тех треков, которые записаны много лет назад, и я уже даже не помню, и руки не помнят. Ко всему этому докидываю класс-пад для того, чтобы делать красивые, незаметные переходы.
это был День музыки в Харькове. Мы с моим товарищем взяли лист А3 и нарисовали на нем линию, где точками на этой линии и формой этой линии старались обозначить динамику импровизации, которую мы будем дальше играть. Там было и про джаз, и IDM, и что-то еще. Естественно, что подход это интересный, конечно, этот подход, но он не особо дал нам плодов. Можно сказать, что мы сильно налажали. Но было забавно и интересно. Это интересный опыт был для меня в первую очередь, потому что ты попадаешь в ситуацию, когда ты играешь музыку, особенно когда ты играешь импровизационную музыку, где ты не знаешь, что дальше делать. Я вот в этой ситуации оказался, как-то из нее вышел и получил прикольный опыт. Вдохновляет жизнь меня в основном другие люди, и их пример, и любовь. Из музыкантов в последнее время много слушаю, на удивление, своего друга Стаса Кулаковского, который играет под моникером Иноди. Играет очень интересную околожанровую электронику, и советую всем заценить. Мне нравится в локальной сцене, что она есть, ее раньше не было, а теперь она появилась, и можно выступать, это клево. Мне она не нравится тем, что люди не готовы к широкому спектру жанров, которые играют ребята наши талантливые. То есть довольно распространенная ситуация, что в начале эмбиент-сета все разворачиваются и уходят, потому что нету прямой бочки, которая их заводит в танец. Я думаю, что это просто воспитается со временем. Вот эта вот тема, что ты считываешь активность мозга и на основе нее генерируешь музыку, это уже есть, это уже делается многими, но это сложно контролируемо. Просто ты не можешь играть напрямую так. То есть ты же не контролируешь активность своего мозга, ты как бы свидетель скорее. Поэтому это прикольно, но это не так мне интересно было бы сделать. О чем я говорю, это больше именно программа, которая пишет музыку, без меня, без моего участия вовсе. За следующие 10 лет я планирую написать алгоритм, который будет писать всю мою музыку дальше, а я буду просто сидеть или даже лежать в ванне, кушать виноград и наслаждаться плодами творчества.